Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия — это пересечение прямой линии с плоскостью и пересечение двух плоскостей. Мы рассмотрим сегодня решение 4 задач. Первые две — это определение точки встречи прямой с плоскостью, а третья и четвертая задача — это уже непосредственно пересечение двух плоскостей. И давайте перейдем к первой задаче. Вот первая задача. Здесь необходимо определить точку встречи прямой с плоскостью. Мы имеем плоскость, но плоскость здесь она не простая, эта плоскость у нас является плоскостью фронтально проецирующей. И, соответственно, на фронтальной плоскости она у нас отображается в виде прямой линии. И также у нас есть прямая, заданная двумя проекциями. Вот эта проекция L2 и эта проекция L1. А теперь давайте посмотрим внимательно на чертеж, именно на фронтальную плоскость. Здесь очевидно, что прямая будет пересекать плоскость вот в этой точке. Да? Вот она точка эта. Я ее помечу. Эту точку. Значит, она и будет являться точкой встречи прямой с плоскостью. Значит, проекция одна. И давайте найдем проекцию вторую. Вторая проекция этой точки на горизонтальной плоскости будет находиться здесь. Обозначим эти точки. Назовем ее, допустим, К. Значит, К это будет у нас, большими буквами обозначим, К, проекция 2. И здесь будет К, проекция 1. Точка есть. Но теперь давайте внимательно подумаем. Мы будем видеть часть прямой. Вот если мы представим себе это все в пространстве, прямая будет идти до точки пересечения, мы ее будем видеть. В точке пересечения прямая пересекла плоскость и дальше вышла под плоскостью, то мы этот участок видеть не будем. Правильно? Значит, что необходимо сделать? Определить видимость прямой, то есть определить, на каком участке прямая будет видна или не видна. Что для этого сделать? Для этого пользуются методом конкурирующих точек. Суть этого метода заключается в следующем. Рассмотрим на горизонтальной плоскости точку. Вот точка, которая, как нам кажется, может принадлежать как B1, C1, так и проекции L1. То есть мы, собственно говоря, имеем две точки, которые совпадают. А как же дело обстоит на самом деле? Да? Они же ведь на самом деле одна выше, другая ниже. Давайте проведем линию связи вертикально вверх и посмотрим. Одна из точек должна лежать на B1, C1. Где у нас B1, C1? Вот она, да? Здесь одна точка. Вторая точка должна лежать вот здесь. Это точка вторая. Обозначим эти точки. Обозначим их следующим образом. Вот эта точка у нас будет точка 1, проекция 1. Как нам кажется, она совпадает с точкой 2, проекция 1. Точка 1, проекция 2 находится здесь. Точка 2, проекция 2 находится здесь. Теперь посмотрим, вот здесь сверху. Мы на горизонтальной плоскости будем видеть то, что на фронтальной находится выше. Да, что находится выше. И вот смотрим здесь, что выше. Выше у нас лежит точка, принадлежащая BC. Теперь смотрим сюда, где у нас BC. Вот она находится. Значит, в этом месте мы видим вот именно BC. А прямую здесь не видим. Значит, мораль какая? То, что здесь
прямая у нас является невидимой. Ну, давайте мы тут этот кусочек вот здесь удалим. Здесь и здесь. Этот кусочек, сейчас его удалим, разрежем. Здесь и здесь. Удалим. Здесь должна быть у нас линия пунктирная. И проведем линию пунктирную. Что это означает? Ну, масштаб поставим, чтобы было у нас красиво, соответствующий. Вот. Значит, мы имеем здесь линию невидимую. То есть на горизонтальной плоскости у нас в этом месте до пересечения линия невидима, а дальше она проникает через плоскость и дальше становится видимой. Все, задача решена. Рассмотрим задачу номер 2. Здесь необходимо определить точку встречи прямой с плоскостью. Здесь у нас имеется плоскость общего положения, ее проекция А2, Б2, С2 и проекция А1, Б1, С1. А также прямая L2 задана проекцией и L1. Здесь мы не можем сразу очевидно увидеть, где будет точка пересечения. Поэтому мы здесь поступим следующим образом. Заключим вот эту прямую в плоскость фронтально проецирующую. Заключили. И эта прямая у нас лежит во фронтально проецирующей плоскости. Теперь давайте подумаем, а где это будет у нас плоскость пересекать плоскость общего положения А, Б, С? Вот в этих точках. Обозначим эти точки. Обозначим. Одна точка и точка 2. Теперь найдем эти точки на плоскости горизонтальной. Значит, точка вот эта будет у нас лежать, опускаем линию связи вниз. Точка нижняя, опускаем линию связи вниз. Вот так. И найдем эти точки. Первая точка у нас лежит, вот эта точка лежит на BC. BC это вот у нас здесь. Обозначаем. Вторая точка лежит на AC. AC у нас здесь находится. Значит, точка сама будет в этом месте. Теперь соединим эти две полученные точки. И смотрите, что мы имеем. Линия пересечения плоскости ABC с фронтально проецирующей плоскостью находится здесь. Прямая лежит в этой плоскости, фронтально проецирующей. И у нас есть одна единственная точка, где у нас эта плоскость и линия пересечения совпадают. Это вот эта точка. И эта точка, соответственно, будет у нас точкой встречи прямой с плоскостью. Проведем линию связи вверх и обозначим точку пересечения здесь верхом. Обозначили. Ну, теперь подпишем, да, все так, как должно быть. Подпишем так. Значит, первая, вот эта точка у нас будет здесь. Это будет точка, назовем 1, проекция 2.
Здесь точка будет 1, проекция 1. Эта точка будет 2, проекция 2. Вот эта точка будет 2, проекция 1. Эта точка у нас будет, ну, допустим, К, проекция 2. И эта точка будет К, проекция 1. К, проекция 1. Вот точку пересечения мы нашли. Теперь осталось нам решить такую задачу, как определить видимость. Определить видимость вот здесь на фронтальной плоскости проекции и определить видимость вот здесь на горизонтальной плоскости проекции. Для того, чтобы определить видимость на плоскости проекции, горизонтальной, то мы должны взять какую-то точку, которая, как нам кажется, совпадает. Ну, я вижу здесь вот эту подходящую точку. Это не обязательно только эту, это может быть и другая точка, например, вот эта. И дальше найдем соответствующие точки на плоскости и прямой. Значит, обозначим эти точки. Значит, АС. Смотрим здесь, где у нас находится АС. АС находится вот здесь, в этом месте. Так, прямая, где находится, выше. Обозначим эти точки, соответственно. Ну, у нас точка 1, 2 была. Значит, это будет точка у нас 3. Эта точка 3, проекция 1 совпадает с точкой 4, проекция 1. Теперь смотрим здесь. Вот это будет точка у нас 3, проекция 2. А эта точка будет 4, проекция 2. Теперь делаем вывод. Когда мы смотрим сверху, то в этом месте мы видим сначала прямую. Значит, на этом участке прямая видима, а дальше на участке от точки пересечения и до конца треугольника АБС она будет невидимая. Значит, так и сделаем. Так и сделаем. Разрежем прямую здесь и здесь вырежем кусочек. И эту прямую заменим пунктирной. Пунктирной. Раз. И, соответственно, ну, сделаем масштаб. Поставим здесь масштаб 0,25. Есть. Здесь определили. Теперь на фронтальной плоскости. Значит, на фронтальной плоскости мы должны в этом случае поступить точно так же. Да, точно так же. Взять какую-то точку. Ну, какую? Здесь можно взять точку. Например, ну, где она выходит, которую мы не брали еще. Ну, например, у нас есть тут точка, вот она, да, 1, 2, да, 1, 2, которая у нас лежала на BC. Ну, может она совпадать с точкой, которая лежит на прямой. Давайте ее тогда и возьмем, эту точку. Значит, 1, 2. И смотрим, на BC она у нас есть, на прямой у нас ее нет. Поставили. Значит, обозначим, чтобы нам было все четко понятно. Здесь у нас будет эта точка, это у нас по счету уже 3 была, 4 была, это будет точка 5. Это 5, проекция 1. А здесь у нас еще надо пометить, что это 1, 2, и она еще совпадает с проекцией 5, 2. Пометили. Ну, если чтобы красиво, опустим его вниз. Опустим вниз. Ну и теперь давайте делать вывод. Да, вот когда мы вот в этом месте видим, что вроде бы совпадают BC и прямая, но на самом деле, если мы посмотрим отсюда,
то, что мы будем видеть. То, что будем видеть, что в этом месте мы первый видим точку на чем? На BC, а потом на прямой. Значит, делаем вывод. Здесь мы видим BC, а прямую здесь мы его что? Не видим. Но теперь это отобразим. То есть вот здесь отрежем этот кусочек и заменим пунктирной линией. Ну и пунктирную линию сделаем требуемого масштаба. Все, решение задачи готово. Вот задача решена. Это по точке встречи прямой с плоскостью. Теперь перейдем к решению задачи по определению и построению линии пересечения плоскостей. Значит, первую рассмотрим задачу. Одна из плоскостей у нас является проецирующей. Фронтально проецирующей или горизонтально проецирующей. В условиях задачи мы имеем здесь плоскость ABC общего положения и плоскость KEF, которая является плоскостью частного положения, но в данном случае является горизонтально проецирующей плоскостью. Здесь очевидно, что линия пересечения это будет вот этот участок. Обозначим эту линию пересечения точками. Это первая точка. И точка вторая. Затем найдем эти точки на фронтальной плоскости проекции. Ну, для этого проведем линию связи одну и проведем линию связи вторую. Провели. Теперь где эти точки? Значит, первая точка лежит на АБ. Смотрим, где у нас АБ. Вот она, да. Значит, эта точка находится вот здесь. Дальше, вторая точка лежит на BC. BC у нас находится вот здесь. Подпишем эти точки. Ну, обозначим их так. Вот эта точка будет первая. Это точка 1, проекция 1. Эта точка будет 2, проекция 1. Это 2, проекция 2. Это 1, проекция 1. Подписали. И где линия сама пересечения? Вот она, да. Вот эта линия пересечения. Здесь. Раз. Ну, выделим эту линию, чтобы она нам была понятна и видна наше решение. Вот линия пересечения. Ну и линия пересечения будет здесь внизу, да? Вот она будет здесь и здесь. Значит, эту линию мы тоже вот так выделим. Вот так. Вот линия вторая, да, пересечения. Часто для того, чтобы здесь еще было это наглядно видно, ну или не просто наглядно видно, а еще для того, чтобы показать, где какие части плоскости будут видны, то нам еще нужно определить видимость здесь то же самое, участков плоскости. Как это можно сделать? Как это можно сделать? Ну, давайте для этой цели воспользуемся опять же методом конкурирующих точек. Возьмем точку, ну вот, например, которая расположена здесь. Эта точка, как нам кажется, совпадает, вернее, здесь две точки, которые, как нам кажется, совпадают. Одна лежит на BC, вторая лежит на KE.
найдем эти точки на соответствующих прямых. И давайте посмотрим. Точка, которая лежит на BC. BC у нас находится здесь. Вторая точка лежит на КЕ. КЕ это у нас находится здесь. Затем смотрим отсюда и делаем вывод. Да, делаем вывод, что в этом месте мы сначала видим КФ. Значит, вот смотрите здесь. Значит, мы здесь видим КФ. КФ видим. Соответственно. Значит, вот этот у нас участок видим. Ну, для того, чтобы было понятно, я его буду вот так выделять. Да, мы его видим. Этот участок видим. Значит, дальше размышляем. Участок плоскости до линии пересечения мы видим, а дальше видеть не будем. Правильно? Значит, отсюда мораль какая? Как мы можем, ну что мы можем сделать за вывод? То, что у нас сейчас, вот мы видим участок прямой вот от этой точки до этой. И дальше вот этот кусочек. Так, теперь мы вот эту часть видим. И, соответственно, будем видеть дальше вот этот кусочек. И дальше будем видеть вот этот кусочек. Вот мы и определили. Ну, часто для того, чтобы это показать так визуально хорошо, то что делают? Это дело, где-то все дело штрихуют. Ну, мы в конце так и сделаем, да, в конце и заштрихуем. Но теперь давайте еще разберемся вот здесь, с этими, с треугольником ABC. Что мы здесь видим, что мы здесь не видим. Значит, смотрите, вот этот участок, то получается мы его что? Не видим, да? Значит, мы здесь должны изобразить пунктирную. Вот этот кусочек мы тоже не видим. Значит, здесь тоже должна быть пунктирная. Дальше, что мы здесь еще не видим? Теперь у треугольника КИФ очевидно, что мы вот эти два кусочка то же самое видеть не будем. Значит, тоже их убираем. И еще один кусочек убираем. Здесь и здесь. Теперь в этом месте изображаем линию пунктирную. Там, где мы поубирали все. Значит, пунктирная и вот. Эта пунктирная линия будет у нас идти от этой точки и до этой. Это раз. Отсюда и до сюда. Дальше от этой точки до этой. И от этой точки и до этой. Ну, эту линию сделаем, чтобы она выглядела красиво. Изменим ее масштаб. Там будет 0,25. Вот теперь видно, где у нас пунктирная, где сплошная. Ну и часто еще что делают? Штрихуют. Да, штрихуют. Ну и мы так и тоже с вами сделаем. Да, ту видимую часть, которая есть, штрихуют. Ну для этого мы выберем штриховку. Штриховку. И вот таким стилем заштрихуем. Значит, мы вот это видим, вот то видим.
Так, и вот этот кусочек, который выступает. Все, задача решена. Задача решена. Ну, теперь переходим к последней задаче, где необходимо определить точку пересечения плоскостей, которые являются обе плоскостями общего положения. Значит, решение здесь осуществляется следующим образом. Значит, собственно говоря, мы два раза решим задачу о определении точки пересечения прямой с плоскостью, и потом задачу по определению видимости один раз и второй раз. Итого 4 задачи в одной будем решать. Значит, суть заключается в том, что мы возьмем, например, прямую из треугольника КЕФ. Ну, возьмем прямую, которая у нас здесь обозначена и называется ЕФ. Заключим эту прямую в плоскость, проецирующую плоскость. Заключили и найдем пересечение этой прямой с плоскостью АБС, то есть та точка, где будет пересечение. Очевидно, что в этом случае точка пересечения будет одна вот здесь, точка, и вторая точка будет находиться вот здесь. Найдем эти точки на соответствующих сторонах. Для этого что? Проведем линию связи вниз. Проведем линию связи вниз. И где эти точки будут? Единственное, надо это делать внимательно. Точка первая лежит на А, Б. Смотрим, где у нас АБ. Вот здесь. Значит, вот она первая будет точка. Точка вторая лежит на БС. БС находится здесь. Значит, соединяем эти точки полученные. И смотрим, где, в каком месте эта линия сечения пересекает прямую. Да, прямую какую? ЕФ. Вот прямая ЕФ. Точка у нас одна единственная. Да? Вот она. И эта точка будет принадлежать линии сечения. Ну, поскольку, если я все точки обозначу на чертеже, то будет это несколько громоздко, да, поэтому я не буду все точки обозначать, а обозначу только лишь точку вот эту. Да. Это точка, которая принадлежит у нас линии сечения. Ну, обозначу эту точку, например, N. Значит, это будет N, проекция 1. И, соответственно, EF, и на EF эта точка должна лежать тут. Ну, я сначала ее подпишу, а потом ее сейчас построю. Построим эту точку. Проведем линию связи вверх. И вместе пересечения с EF найдем положение точки N2. Вот она точка. Значит, одна точка у нас есть. Теперь заключим другую прямую. Какую именно? То есть мы уже про это забыли. Теперь заключим другую. Какую другую взять? Ну, однозначно сразу сказать это, наверное, сложно будет, да, сложно предположить, какая тут линия это будет, которая удобнее всего будет. Поэтому, можно попробовать разные варианты, да. Ну, например, я предлагаю взять, например, КЕ на горизонтальной плоскости, да. КЕ на горизонтальной плоскости и заключить, соответственно, плоскость проецирующую, которая будет являться плоскостью горизонтально проецирующей. Вот таким вот образом. Значит, эта прямая будет пересекать треугольник АБС в точках. Точка первая и точка вторая. Найдем эти точки, соответственно, на фронтальной плоскости. Значит, у нас точка это первая. Проведем линию связи вертикально вверх.
вертикально вверх. И внимательно теперь посмотрим. Точка первая должна лежать у нас на АБ. АБ у нас вверху. Это первая точка. Точка вторая должна лежать на АС. АС у нас вот здесь. Так, смотрим. Первая лежит на АБ. АБ нашли. Вторая лежит на АС. АС, вот она, да? Вот эта точка находится здесь. Теперь соединяем это прямой. Вот так. И посмотрим, где она будет пересекать прямую какую. КЕ. КЕ, вот она. Значит, точка, принадлежащая линии пересечения, вот здесь. Найдем эту точку сразу на плоскости горизонтальной. Нашли. И она должна лежать на чем? На КЕ. Где КЕ? Вот КЕ, да? Так, есть. Ну, подпишем, чтобы мы сразу не потеряли, где у нас находится линия пересечения. Вот эта точка, назовем ее М. Это будет М проекция 2. И, соответственно, вот это будет у нас М проекция 1. Нашли. Теперь мы можем линию пересечения и построить, да? И построить. Значит, выделим эту линию пересечения, чтобы она была видна. Это будет линия вот здесь. Раз. И внизу МН. Линия пересечения 2. Иногда может оказаться так, что, например, какая-то точка там окажется за пределами двух плоскостей. Ну, мы можем и за пределами построить, но потом, когда будем строить линию пересечения, то линия сама имеет смысл где? В пределах двух плоскостей. А дальше там ее нет. Да, нет. Значит, удалю лишнее. Линии связи. Для того, чтобы нам было удобнее дальше определять. Ну, чтобы мы не путали, да, то, что у нас есть, и то, чего нет. Вот у нас есть линии связи, только те, которые точки определяют плоскости. Ну и теперь давайте определим, что видимость, да, для определения видимости надо взять какие-то точки. Вот, например, есть у нас точка, которую может нам дать понятие о том, что выше, что ниже. Нам кажется, что здесь, в этой точке, совпадает точка, принадлежащая EF, и точка, принадлежащая BC. Ну, давайте посмотрим, как это на самом деле. Да? Ну, для этого, ну, мы сначала уже тут сделаем, как было раньше, линию связи поставим. Отсюда и проведем ее вниз. И смотрим. Одна точка принадлежит BC. BC это вот тут. Вот она есть. Вторая принадлежит EF. EF находится вот EF. И точка, соответственно, будет здесь. Нашли. Когда мы смотрим отсюда, то мы видим в этом месте, да, что мы видим? BC. Значит, мы вот это видим. Да, вот эту прямую мы видим. Правильно? Значит, мы ее что сделаем? Мы ее выделим, сделаем толще. Вот, выделили. Ну, а дальше что? Будем рассуждать. Да, так, как мы рассуждали и ранее. Для этого думаем, что у нас будет. Что у нас будет видимо, что невидимо. Этот кусочек мы вот так вот будем видеть целиком. Видеть, видеть и видеть. Вот так. Так, нет, значит, думаем еще раз, что мы будем видеть. Мы будем видеть вот так, 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 так. И дальше так и так. Да, вот таким путем. Да?
получается, что мы должны видеть из треугольника, если говорить, мы это видим, а дальше не будем видеть. То есть, смотрите, вот так мы видим. Дальше, за линией пересечения мы этот треугольник видеть не можем, правильно? Значит, мы будем видеть его вот так. Дальше, а дальше мы его будем видеть, да? Вот до сих пор, да? До сих пор. И даже не до сих пор, а далее, да? До самого конца. До самого конца. Далее, тут, что мы тут должны обозначить, что мы видим, что мы не видим. Мы будем видеть вот этот кусочек и вот таким вот образом здесь. Есть первое. Теперь давайте мы опять же вернемся к началу и посмотрим видимость на горизонтальной плоскости проекции. На горизонтальной плоскости. Ну, что мы тут можем взять? Ну, например, вот точка у нас есть. Эту точку мы и возьмем. Здесь, нам кажется, совпадают две точки. Ну, давайте посмотрим, так оно или нет. Одна точка находится на КЕ. На КЕ это у нас вот здесь. КЕ здесь, и сама точка будет вот здесь. Вторая точка находится на АС. Ну, на АС, вот она есть. Смотрим мы сверху и видим, что в этом месте мы видим КЕ. Да, получается так, что мы видим КЕ. Должны видеть. Так, теперь запомним это и начертим. Значит, в этом месте мы видим КЕ. Значит, что у нас будет видно? Линия видна. Этот кусочек будет виден, да? Виден. Так, ну и далее, что мы еще будем видеть? Ну, наверное, мы обозначим это другим цветом, да? Потому что мы там обозначали АБС красным. Ну, здесь это обозначим там, допустим, синим каким-то, да? Так, мы, значит, этот кусочек видим здесь, потом размышляем, после линии пересечения мы это видеть не будем, а дальше видеть будем, да? Дальше видеть будем. Поэтому изобразим это. Так. И вот так. Соответственно, это у нас треугольничек синий, КЕФ. Ну, теперь осталось что сделать? Лишнее убрать и сделать это линией пунктирной. Да, пунктирной. Возьмем линию пунктирную. Обрежем лишнее. Значит, обрезать мы должны вот здесь вот этот кусочек. Отсюда и до сюда. Начертить здесь пунктирную линию. Дальше обрезать кусочек отсюда и до сюда. Начертить линию пунктирную. Так, здесь. Ну и что? Вот здесь, да? Обрезать кусочек. И начертить линию пунктирную. Начертили. Теперь выбираем вот эти кусочки. И зададим им масштаб. Оставим 0. 25. Вот. Вот теперь видно, что здесь пунктирная линия. Аналогично давайте сделаем здесь. Ну, здесь мы должны пунктирной линией заменить что? Вот этот участочек. Раз. Затем вот этот участочек.
Так, и заменить пунктирной линией участок здесь. Отсюда, отсюда. И теперь начертим сюда линию пунктирную. Раз. Отсюда 2. И отсюда будет 3. Ну, не очень. Хорошо, поправим. От пересечения до пересечения. Теперь опять выберем здесь эти пунктирные линии и изменим им масштаб. Так, ну и теперь можем заштриховать, да, так как мы с вами штриховали в прошлый раз. Ну, мы штриховали треугольник АБС, так его давайте и заштрихуем, да, треугольник АБС. Можно заштриховать любой, можно треугольник, нужен что, один и тот же, да, и на фронтальной, и на горизонтальной плоскости проекции. Так, первый есть. Так, итак, вот это первый. И здесь тоже треугольник АБС, да, АБС. Значит, треугольник АБС будет у нас вот здесь, виден где. Здесь и вот этот маленький кусочек. Так, ну вот так. Вот все, что получилось у нас. Ну, теперь посмотрите, да, что получилось и какой результат должен быть. На этом на сегодня все.